чтобы убедиться, что топология R симметрична. Мы можем удалить одну половину модели с зеркальным количеством огня. Убедись, что петли в центре обрезаны, а затем снова примени модификатор, прежде чем мы применим модификатор термоусадочной пленки. Убедись, что ты доволен текущим изменением и не планируешь вносить какие-либо более радикальные или большие изменения. Скопируй и примени модификатор термоусадочной пленки, а затем добавь несколько изменений перед термоусадочной пленкой. Теперь раздели результаты по крайней мере дважды и наложи термоусадочную пленку. Деталь скульптора затем упаковывается в термоусадочную пленку на более высокие подразделения. И если мы нажмем «Применить базовое разрешение будет скорректировано таким образом, чтобы оно точно отображало объемы и формы с самым высоким разрешением. Теперь, если мы удалим модификатор Multi-Rest и добавим модификатор Normal Subdivision Surface, в кольцевой топологии больше не будет потери объема. Она будет более точно представлять объемы, которые у нас были в оригинальной скульптуре. После этого я снова тщательно прошелся по модели гладкой кистью, чтобы удалить некоторые нежелательные детали и растянутые грани. Но я могу порекомендовать вам использовать для этого слегка расслабленную кисть, так как она лучше сохранит объем. Не забудь заняться проволочными рамами, а также металлическими колпачками, чтобы лучше видеть геометрию и кривизну поверхности после того, как закончишь. Все еще может быть полезно добавить модификатор зеркала обратно, если вы планируете внести более подробные изменения, важно сохранить симметричность обеих сторон. МММ. Теперь, когда модификатор Frank Wright наконец исчез, я начал вносить больше корректировок для лучшего состояния сетки по умолчанию, например, закрытые глаза, закрытые или полузакрытые глаза. Это гораздо лучшие состояния по умолчанию для ввода текста UVs и такелажа. Если у тебя есть как закрытые, так и открытые глаза, доступные в виде фигурных клавиш, ты всегда можешь переключаться между ними. Просто убедись, что две стороны, верхнее и нижнее века, не пересекаются друг с другом, так как это сделает их более раздражающими. Это просто усложняет процесс отбора. Точно так же, как я упоминал раньше. Поза по умолчанию – это не самое главное, это не самое эстетичное, а самое функциональное состояние. Чтобы сделать закрытие глаз очень легким, я привязал курсор с тремя буквами D к началу координат глазных яблок, а затем использовал его в качестве точки поворота для поворота вдоль оси X. Если происхождение глазных яблок больше не является точным, тогда просто попытайся угадать правильный центр. Если ты хорошо поработал над тем, чтобы количество циклов оставалось неизменным, то выровнять края друг с другом должно быть легко. Но в этот момент я понял, что облажался, чтобы исправить эту ошибку. Я снова начал соединять две стороны, и мне нужно было либо добавить петли с одной стороны, либо удалить их с другой, чтобы снова сделать их одинаковыми. Я решил добавить две петли в нос и аккуратно потолкнул и разгладил эти участки, не теряя слишком большого объема. В конце концов, я временно вернул модификатор термоусадочной упаковки и исключил островки, которые не должны быть обернуты термоусадочной пленкой, подключив к модификатору группу вершин. Я также добавил одну петлю, идущую в затылок, и прикончил ее на макушке, где я уже разместил небольшое кладбище. Не забудь скользить и подталкивать петли, чтобы распределить их красиво и средне, чтобы избежать случайных жестких краев.
На 3 необходимых кромочных петлях для островков тоже достаточно геометрии, чтобы открывать и закрывать их, сохраняя при этом кривизну поверхности и следя за тем, чтобы они не были завернуты в термоусадочную пленку. Затем снова отделите два проушины. При использовании каркаса или рентгеновского режима вы можете немного подогнать закрытые веки к форме глазных яблок. Чтобы смоделировать внутренние веки, выдели контур границы и вытяни. На словах ты также можешь пока скрыть остальную часть Rich Apology, чтобы было легче видеть, что ты делаешь, вытянуть еще одну петлю, а затем увеличить ее и изменить форму, чтобы сделать ее более круглой. Тоже хорошее напоминание. Режим скрытой геометрии и редактирования также скрыт в Sculptboard, и на него не повлияют ваши кисти и инструменты для этого. Тебе нужно, чтобы изменения были невидимыми, что можно сделать с помощью используя опцию только деформированной в настройках режима скульптуры вверху. Тогда добавь еще петель, чтобы поддержать увеличение кривизны, и у тебя будут готовые островки. Внутренний нос намного проще, так как его можно просто вытягивать дальше вверх и постепенно уменьшать. Ты тоже можешь в какой-то момент слить отверстие в носу. На год. Я начал немного подправлять форму и добавлять немного больше отверстия для ушей, выдавливая грани внутрь. Но Мел определенно нуждается в гораздо большей работе, поскольку он, скорее всего, будет довольно заметен. Это начинается так же, как островки, но убедитесь, что губы достаточно толстые. Тесты на экспрессию могут быть отличным руководством для этого шага, что также является причиной того, что у меня уже есть модели зубов и пистолета, которые соответствуют внутренним губам и рту, деснам и зубам. Продолжай исключать больше петель и следи за тем, чтобы они не растягивались. Лицо — это слишком много, если оно действительно не подходит. Тогда подправь зубы и десны еще немного. Но это как раз то, для чего тесты на экспрессию действительно так информативны. Приведи размер внутреннего рта в соответствие с тем, насколько высоки и белы зубы, а также язык. Посмотри на рентгеновские снимки человеческих ртов с сайта, чтобы получить хороший ориентир, а затем вытяни край. Посмотри дальше, чтобы смоделировать остальную часть внутреннего рта, а затем горло. Я также увеличил масштаб и убедился, что верхние и нижние губы не пересекаются, а находятся очень близко друг к другу, как в случае с островками.
Я также сравнил извинение венка непосредственно с моим предыдущим выражением. Тесты для дополнительной справки. После того, как все было сделано, я снова прошелся по всем новым областям и убедился, что они выглядят гладкими и точными. В моем случае глаза все еще были немного не в порядке, и я придал им немного большую форму. В конце концов, все на месте. Ты можешь снова нанести зеркальное количество огнеупорной и термоусадочной пленки и зафиксировать объемы с помощью мультиварки. Применяй этот метод, но будь осторожен, чтобы не обернуть островки в термоусадочную пленку, а также во рту и в других местах, которые намеренно больше не совпадают со скульптурой. Тогда снова отрегулируй любую геометрию растяжения, как и раньше. Я также закончил тем, что добавил пару дополнительных краевых петель вокруг носа и ноздрей, чтобы преувеличить, уменьшить больше, а также другие небольшие изменения, чтобы лучше походить на оригинальный прицел.